Друзья, всем привет! С вами Олеся и Андрей. Привет, привет. И сегодня мы будем готовить суши. В Грузии безумно дорогие суши, правда, стоят просто нереальных денег. А суши хочется, и поэтому мы подумали, а почему бы не приготовить их самим? И желательно сделать это быстро. Поэтому сегодня быстрые суши. Поехали! И для приготовления быстрых, я бы даже сказала, ленивых суши или роллов мне понадобится рис, творожный сыр, рисовый уксус, крабовые палочки, зеленый лук, авокадо, тунец, свежие огурцы, листы нори. Итак, начинаем, конечно, с риса. Рис необходимо брать круглозерный. Вот такой рис. В моем случае это рис для суши. Вот рис для суши. Если не найдете, берете круглозерный. В нем соотношение крахмала очень нужное для приготовления правильных суши. Мы его не промываем, ничего с ним не делаем. Засыпаем сразу в кастрюлю. Итак, у меня здесь 2 стакана, 2 кружки риса. И я беру столько же воды. Да, приготовление этого риса, оно отличается от вот этого басмати там и так далее. Кстати, ни в коем случае не берите ни басмати, никакой такой рассыпчатый и так далее рис, он нам не подходит. Должно быть много крахмала. Все, залили рис. Отправляем его на плиту, доводим до кипения. Огонь делаем минимальный. Ну, не то, что минимальный, маленький огонь. И на маленьком огне варим ровно 15 минут. После чего выключаем и даем 10 минут рису подойти на плиту. Итак, отварился рис. Смотрите, какой классный он получился. Ребята, тут главное рис не переварить, чтобы он сохранил свою целостность. Напоминаю, 15 минут он варился и 10 минут он у меня постоял. Смотрите, все, воды никакой нету. И он не превратился в кашу. Так, теперь рис у меня здесь было в сухом виде 550 грамм. Мне его надо переложить в миску, посмотреть, сколько он у меня весит, потому что я буду делить на 2 порции. У нас будет 2 вида роллов ленивых. Поэтому беру мисочку, ставлю на весы и перекладываю рис сюда. Ну что, разделила я рис для 2 начинок. И теперь нам надо его заправить. Это очень-очень важный момент, чтобы у нас именно получились настоящие суши. Поэтому берем рисовый уксус и добавляем в рис. У меня в каждой миске по 600 грамм с копейками. И на 600 грамм готового риса добавляю 4 столовых ложки уксуса. Также добавлю сахара. Чуть-чуть сахара необходимо добавить. Ну, буквально вот по половине чайной ложки. И все тщательно перемешиваю. Все, перемешала. Начинаем фантазировать и начинять. У меня будет одна начинка с крабовыми палочками и одна с тунцом. Начну с крабовых палочек. Итак, 200 грамм крабовых палочек нарезаем просто вот так вот. Палочки добавила, перемешаем. Следующий ингредиент, который у меня пойдет в эту начинку, это авокадо. Следующий ингредиент, который будем добавлять, это будут листы нори. Возьму 2 листика и добавляем листы прямо сюда, прямо в начинку. Чтобы нам удобнее было это сделать, мы их будем нарезать.
Перемешиваем и смотрим визуально. Всего ли вам достаточно? Тут по пропорциям, ребят, решайте сами, вот как вы больше любите. Хочется побольше листов нори положить, положите, побольше авокадо, крабовых палочек. В общем, здесь никаких четких пропорций нету. Все по желанию. Я вот еще, наверное, один лист нори сюда накромсаю. Да, Андрей? Да, может. Что придется пальцем молить? И последний ингредиент, который я буду добавлять в этот вид роллов, это творожный сыр. Так, беру 1 столовую ложку для начала. И, я так думаю, и еще одну. Вот так, 2 столовые ложки. И все тщательно перемешиваем и смотрим, что у нас получается. Все, ребят, эта начинка готова. Запах прямо суши, да, Андрей? По поводу соли. Я лично ничего не солила, потому что мы же будем окунать в соевый соус, когда будем кушать, а он соленый. А вы уж смотрите сами. Так, это в сторону. Приступаем к другой начинке. Как я уже сказала, для другой начинки у меня готовлен тунец. Выкладываем его на тарелочку. Так. У меня тунец в масле, я масло слила. Мне тунец в масле больше нравится, у него более такой нежный вкус. Тунца 1 банка, 185 грамм. И я в тунец добавлю, вот у меня есть соус унаги. Вот буквально чуть-чуть. И разобьем его на кусочки. Ну, не совсем мелкие кусочки. Так, перемешаемся. Все, и отправляем тунец к рису. Мешаем и смотрим, достаточно ли нам тут тунца. Нет, недостаточно. Поэтому Андрей сейчас пойдет быстро в магазин. Не, ну правда, мало тунца, правда? Ты как считаешь? Кардионагрузкой. Ну да, маловато. Маловато будет. Конечно, для себя же готовим, начинки должно быть много. Так что, Андрей, давай, справляйся. Итак, добавила еще тунца. Теперь меня устраивает. Тебя устраивает, Андрей? Да. Замечательно. Продолжаем. Теперь сюда я буду добавлять имбирь. Берем имбирь. Немного. Он у нас такой имеет ярко выраженный оттенок. И мы просто мелко его нарезаем. Так. Ну вот столько и добавила имбиря. На это количество немного. Перемешиваем. Буду добавлять огурцы. У меня 3 небольших свежих огурчика. И нарежем их мелким кубиком. Добавляем огурчики. И последний, вернее, предпоследний ингредиент, который я добавлю, это зеленый лук. Вот у меня тут 5 вот таких вот. Кого? Стрелки. Ну да. Лука. Просто нарезаем зеленый лук и отправляем в наши роллы. Ну и теперь уже последний ингредиент. Друзья, вот смотрите, как шикарно это уже выглядит. Это просто можно есть как салат, Андрей сказал. И это тоже. Но мы все-таки хотим роллов. И сюда также добавляю сыр. Тоже 3 ложки. Ну вот вся пачка у меня и ушла. 200 грамм. Сказала последний ингредиент, но на самом деле он же не последний. Чуть не забыла самое главное. Нори. Также взяла 3 листа нори.
Ну что, все, у нас все приготовления закончились, и приступаем к непосредственно формированию наших ленивых роллов. Для этого нам необходима вода. Вот я приготовила мисочку, простая вода. Смачиваем в ней руки. Так. Берем нашу смесь и формируем шарик. Ну, так, катаем просто. Вот, друзья, видите, по размеру, ну вот, грецкий орех, ну как самый настоящий ролл. Только тот прямоугольный, а у нас будет кругленький. Хотите, кстати, можете прямоугольный сделать. Все, и таким образом формируем все наши роллы. И смотрите, так скажем, для шику, блеску, красоты сверху капну чуть-чуть унаги, соус унаги. Сюда хорошо терияки подойдет. Ну, а если нет, то нет. Все, делаем роллы. Ну что, друзья, у нас все готово. Вы посмотрите, какая красота у нас получилась. Просто не терпится уже все попробовать. Палочек у нас нету. Так, соевый соус. Добавим васаби. Да? Перемешивать? Так, ну что? Нет, я обязательно хочу соевым соусом. Извините, я руками. Очень интересно. Интересное решение. Первый мне достался с нутом. Мне тоже. Долго не задержался. Друзья, мне очень нравится. Мы первый раз такое готовим, потому что, повторюсь, в Грузии очень дорогие суши. Ну, не очень дорогие. А скажу так, что заведение суши здесь крайне редки, а продают Они в есть. супермаркетах готовые. Запечатанные в лоточек с пленками. Вот. Ну, есть здесь заведение. Так. Аппетита будет без ресторана. А вы не думайте, это не все, что у нас получилось. У нас еще осталось много. Нам просто уже очень хочется кушать. Слушай, ну очень интересное решение. Довольно-таки вкусное. Крабовыми ты попробовал? Попробуй. Ну как? Шикарно. Руками, да, вот? Все ингредиенты очень... Ай! Повалилось. Ингредиенты очень хорошо сочетаются. Всего достаточно. Замечательно. В общем, я очень довольна. Я выступила инициатором, потому что я все ныла, что хочу суши. Мы подумали, что почему бы не попробовать. Можно даже вот эти вот прелести, которые я говорил ранее, делать параллелепипедами, предварительно их скатав немного. Ну, мы теперь будем экспериментировать. Будем экспериментировать, И да. с начинками, и с формами. В общем, друзья, нет, мы тут суши еще покупали, у нас нет палочек. Очень вкусно. В общем, мне лично очень понравилось, поэтому я вам рекомендую. Берите на заметку. Делается просто, быстро. Вот. Так что приятного нам аппетита. Приятного вам аппетита. Ну что, мы будем продолжать наш ужин. С вами мы пока прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик жмакайте. В общем,
Все это, пожалуйста, сделайте, очень сильно нас поддержите. Ну что, счастья, добра, успехов, удачи. Всех обнимаем, всем всего самого лучшего. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ну как ты? Мне понравилось. Мне тоже.